Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Ну что ж, разработчики нас побаловали новым набором комплект, по-моему. В общем, неважно, лафтом они нас немножечко побаловали, добавили нам кое-каких красивеньких меблюшечек, цветочков и всего прочего. В общем, не очень большой комплект, но, в принципе, очень даже симпатичный. По этому поводу, конечно же, все уже настроили лафтов, я тоже не отстаю, а как же. Я, конечно, как всегда, последняя, потому что много чего как-то препятствовало мне в этот раз. То у меня свет выключили, то еще что-то. Ну, в общем, наконец-то я впрыгиваю в последний вагон. Я надеюсь, все-таки не последний, но, в общем, практически все уже построили лафты. Я с вами, короче. Так вот, что у нас здесь в новом наборе? Каталог, по-моему, все-таки это не набор. Вот. Итак, что же у нас в новом комплекте? Все-таки это, по-моему, комплект. У нас есть новые двери, 2 штуки. И вот новые двери — это прям что-то невероятное. Вот эти вот открытые полустеклянные с металлом. Ну, я так понимаю, что это типа металлическая рамка с вставленным стеклом. Это прям моя любовь. Они настолько фантастические, настолько они крутые. Мне они так нравятся, вы себе просто не представляете. Мне кажется, они прям идеальные. Во-первых, они открыты. Вы заметили, что потихонечку нам начинают добавлять открытые двери. Ну, то есть, по-моему, у нас с зимним комплектом, помните, пришли такие раздвижные дверки, которые есть вариант именно открытый. Вот у нас открытая дверка, и это круто. То есть у нас появляются эти окна полуоткрытые, тоже там типа с форточками чуть-чуть, что придает такого вот жизни, Вот. Здесь у нас просто обычные окна. Что-то я думала, что они сделают и, ну, как в Москино, просто прямоугольные и полукруглые. Но тут у нас только полукруглые, поэтому пришлось дополнить их как раз-таки москиновским комплектом. Потому что, ну, на первом этаже, мне кажется, это странно. То есть они только на втором этаже лучше смотрятся. Не знаю. Но в целом они симпатичные. Они тоже такие кованые. Тоже такие немножечко покореженные. Ну, то есть фактурность, конечно, в этом комплекте просто зашкаливает. Я сейчас пока буду строить, потом буду обустраивать, я вам расскажу мой любимый предмет, но я думаю, что я намекнула на то, что мне больше всего нравится, то, на чем больше всего фактуры прописаны. Так вот, набор выкатили неожиданно. Мне кажется, не было вообще никаких намеков. Я так посматриваю новости, чтобы быть в курсе того, что скоро будет, что ожидать, к чему готовиться. Но здесь никаких толком новостей не было. Просто такие хлобысь. Вот вам наборчик. Небольшой, симпатичный. Надеюсь, вам понравится. То есть такие... Выкатили нам новые предметы, и, как вы знаете, я всегда за новые предметы, какими бы они ни были. Даже я, на самом деле, одна из немногих, мне кажется, поклонников Бату, потому что я, кстати, так и не прошла миссию, мне как-то было неинтересно, но вот предметы и декор, они очень сильно разнообразили. То есть они нам добавили дополнение Бату, или не дополнение, что это тоже, по-моему, был каталог, или... ну, неважно. Суть в том, что очень много интересного и нестандартного декора оно добавило. То есть вот эти вот светящиеся глаза какие-то, в отладках очень много чего я потом строила, всякие там заброшки и всякое такое. То есть в обычных комплектах такого не бывает. То есть вот эти вот необычные, нестандартные всякие дополнения, они нам привносят очень интересные предметы. А я за счет того, что в основном, конечно, строю, то я за любые предметы, что тем больше, тем лучше. Чем страннее они, тем интереснее. Как бы тем интереснее их совмещать, с ними играться, расставлять, переставлять и так далее. Так что
как если вы меня хорошо знаете, уже не первое видео, то я как бы за любой кипиш, за любое дополнение. Тем больше дополнений, тем больше мебели, тем больше вариантов мы можем построить. Вот, тем ближе я, кстати, с каждым дополнением я приближаюсь к той стилистике, которая нравится конкретно мне. То есть я уже там неоднократно говорила и строила кое-что похожее, такое стимпанк, хронопанк, что-то такое вот историческое, сложное, интересное, потрепанное, зафактуренное. Это прям про меня. Я еще являюсь ярой фанаткой игры «Сибирь». «Сибирь 2», «Сибирь 3» нет, а вот 4 я очень сильно жду. Вот, но именно та стилистика, там хронопанк, и вот постепенно вот эти вот трубы, сиденья, столики, они начинают складываться в очень классный комплект. То есть я думаю, что я буду постепенно все больше и больше такого строить, потому что мне нравится это. Что-то невероятное, вот эта вот дверь, она тоже прям хорошенечко так вписывается в это все. Я думаю, что я еще построю еще один вокзал, потому что у меня уже есть вокзал именно из игры «Сибирь». Прям, ну, я постаралась так максимально все это передать. Но я думаю, что в какой-то момент я его перестрою, чтобы еще приблизиться, чтобы еще более фактурно его сделать, интереснее, потому что там все-таки были определенные сложности. Плюс я делала по памяти и не открыла картинки, хотя, мне кажется, я хорошо помню, но мне кажется, там кое-какие детали я упустила, из-за этого как-то, такое себе. Плюс у нас, кстати, паровозиков пару штучек появилось за это время. То есть какие-то такие вот детальки, которые привнесли бы что-то хорошее, короче, в этот, как его называют, вокзал, вот, ЖД-вокзал. Но посмотрим вообще, что будет, как будет. В любом случае, вот этого интересного, красивого декора с вот, шероховатостями, потертостями, какими-то вещами, знаете, такие вот не идеальные. Я не люблю идеальные предметы. Я терпеть не могу, если честно, какие-то новую одежду, новые предметы, потому что оно все такое выхолощенное, очень свежее. Вот, не знаю, не люблю я это все. Я занашиваю, к сожалению, одежду до такого предсмертного состояния, потому что она мягенькая, удобненькая. Я люблю, когда там, если есть какой-то принт на футболке, чтобы он уже был такой, знаете, застиранный, потертый, чтобы он уже был не идеальный, такой картонный. Вот, то же самое с остальными вещами. Вот. В общем, я люблю старые вещи, которые уже что-то пожили, посмотрели, у них уже какая-то есть история и так далее. Вот, поэтому этот комплект, конечно же, очень запало мне в душу, мягко говоря. И вот сейчас я уже начала обставлять этот маленький домик. Сейчас я вот как раз перейду наконец-то к моей затее, что вообще у меня здесь происходит, если вы еще не поняли. Так вот, начинаю обставлять, и, конечно же, пока что самый любимый предмет, помимо двери, это, конечно же, кресло и диван. Диван — это что-то фантастическое. Я его увидела в инстаграме в Симсах, и это что-то вообще невероятное. Просто это какой-то взрыв мозга, если честно. А еще я сразу приношу извинения, там маленький кусочек у меня выпал из видео. Что-то он решил, что не буду я записываться, я решила отдохнуть. Небольшой кусочек, но там не сильно критично вроде бы. Я, по крайней мере, надеюсь, что вы не расстроитесь. Так вот, что у нас с этим домиком? Это, как вы, я думаю, догадались, в Сан-Мишуно. Это наш знаменитый пентхаус, который, мне кажется, все тоже начали быстренько обставлять, потому что он идеально подходит. Так как, в принципе, стиль лофт, он пошел от промышленных зданий, которые в какой-то момент передали в собственность к людям, их стали переделывать под общественные места и под жилые места. Но для того, чтобы, за счет их фактуры, вот эти вот все трубы, без отделки они и так далее, в общем, изначально просто решили использовать эту фактуру, подчеркивать ее и просто встраивать жилые помещения в это пространство, не меняя как такового пространства.
Вот, поэтому, это потом уже начали квартиры в стиле лофт строить, а раньше это был именно, просто брали, складское или какое-нибудь промышленное помещение и переделывали его под жилое. И к чему я веду? К тому, что вот этот самый пентхаус, он идеален. Это типа дома на крыше, какого-то типа чердака такого непонятного, просто промышленного, ну не промышленного, а знаете, как просто какое-то помещение, где, не знаю, котельная или еще что-то. В итоге такой вот маленький домик, то есть отдельно лифт, на котором можно приехать, куда доезжают курьеры. Вот, и есть вот этот маленький двухэтажный домик, который я именно под жилой домик сделала. Я постаралась его там насытить вот этими всякими трубами и всем прочим. Что-то я подумала, что будет немного больше, потому что на самом деле еще больше труб у нас в дополнении на работе. Там тоже есть много классных труб, и вот вместе они хорошенечко сочетаются. Хотя труба с вентилем, которая у меня возле дивана, потом я еще дополнила ее в ванной, она классная, согласна, прикольная. Вот. В общем, я сделала такое вот соединение загородной жизни и нового дополнения лофт, потому что куча грядок не смогла удержаться. Я давно хотела что-то такое сделать, потому что у меня вот этот пентхаус, он ассоциируется либо с художником, хотя здесь я тоже немножко впихнула, но больше, конечно, здесь у меня садовник живет. Вот. Либо вот с садовником, то есть мне казалось, что это прям идеально, что, знаете, такой пыльный, шумный город, а ты на крыше там садишь свои цветочки, выращиваешь там арбузики, кто там, тыковки, баклажанчики и все прочее. Какое-то такое умиротворение, то есть внизу там какие-то фестивали проходят, а ты сидишь себе возле камина, отдыхаешь. Я там вот эту беседочку поставила, что можно сидеть под дождем. Я ее специально прозрачную сделала для того, чтобы можно было, представляете, там дождь идет, ты видишь, как эти капли падают, но они как бы до тебя не долетают, у тебя тут камин, у тебя сухо, тепло, в общем, в этом есть какая-то своя эстетика. Конечно же, я запихнула еще эту, как это называется, теплицу. Как же без теплицы? Никуда. Я не умею так по-другому. В общем, в теплице там какие-то растения, которые не могут так жить. Вот. Я, кстати, пока что так и не проверила, может ли зимой расти вот эти вот крупные культуры, которые у нас сейчас есть, вот эти тыквы, арбузы. Чисто технически вроде бы нет. Но, с другой стороны, они и зимой, и летом, и весной растут, потому что они очень долго растут. Они там больше 5 дней, получается, созревают. Вот. Поэтому пока что зимой не проверила, но вот-вот уже скоро проверим, потому что у нас там, кстати, заглядывайте, у нас там есть выживание на ферме, в которой вроде как уже все выживут. До этого были немножечко сомнения. Сейчас уже немножечко повеселее стало. Вот. Там мы как раз-таки подходим к зимнему периоду, и мне очень интересно вообще, как в новом городе выглядит зима, потому что зима всегда очень красивая, конечно, и в каждом городе она по-своему. Мне еще интересно, замерзнет ли водоем наш, в общем, посмотрим. В новой серии все будет. Вот, поэтому по поводу этого дома, я надеюсь, он вам понравился, потому что мне понравился. И я часто говорю о том, что я бы здесь жила. Да, и в этом бы доме я тоже бы жила, отрезала от себя, от людей, и вообще сидела бы в своей башне. То есть ты вроде как в эпицентре находишься, ты в центре, там, по-моему, это какой-то очень крутой район, типа творческий, насколько я помню. Вот, вроде бы как в эпицентре, ты вроде как особняком. И плюс я потом прикрыла эту дверку, которая у нас из лифта идет, для того, чтобы никто не заходил, потому что у нас там кто-то шастал. Вот. В общем, можно от себя отрезать от людей, то есть находиться вроде бы в эпицентре, но отрезать себя от людей. Вот. А еще у меня немножечко такой вопрос к самой себе. Вот я посадила деревья вдоль одной из сторон, как бы открытой. Там нету никакого ни забора, ничего. И мне интересно, а яблоки бы падали на голову людям? То есть яблоки, груши, черешни, что у меня там растет? А то я прям к самому краю подвинула эти деревья, ну, катки с деревьями. И мне кажется, что
прохожие были бы не в восторге, если честно, мне кажется. В общем, говорю, мне очень сильно все это понравилось. Очень много предметов нашлось, на самом деле, которые хорошо встраиваются в эту всю стилистику, вот эти вот бра, которые я отыскала. Я давно знала, что они есть, но они, ну так, очень редко куда вписываются, а тут они прям вот как надо, как надо. Так что, надеюсь, вам понравилась моя постройка. Будем продолжать осваивать новый набор. Хотя, мне кажется, я все использовала здесь, что у нас в новом наборе было, потому что не так уж много, ну, не колоссально много вещей, но в любом случае они разнообразили, они добавили интересных деталей и добавили нам новые двери. Я буду долго о них рассказывать, какие они прекрасные, замечательные, ну, потому что они реально прекрасные, замечательные и фантастически выглядят, и очень круто, все очень круто. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Заглядывайте на канал, много челленджей у нас проходит. Сейчас пока 2. 3 в паузе стоит. И построек очень много интересных, захламленных. Если любите захламлять маленькие пространства, вам ко мне. Добро пожаловать и приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайк.